занимают положение упор лёга. Gryphon unit within the 501st Marine Battalion is working on Russian positions in the northwestern part of Vovchansk. In the Moscow region, Russian cops decided to demonstrate their skills, but something went wrong. Priceless. Теперь сотрудники госавтоинспекции занимают положение упор лёга. Lying there and rotting, corpses are everywhere, wherever you step, uncovered and unburied. Russian soldier Ivan Ivanovich Mikarov, a native of the town of Belozersk, Vologda region, call sign Sinatok, was captured on the Kharkiv direction where he carried injured and dead. He told about catastrophic losses and wooded areas full of rotting corpses of Russian soldiers. Ivan recalls how his comrade with the call sign Kit was killed by his comrades. He was walking badly. He had problems with his legs. They shot him dead so that he would not be a burden. Там уже некоторые уже просто кости уже лежат. Ну, там уже больше месяца, видать. Другие там на животе, прямо на тропинке, где ходим. Прямо так лежат тоже. Некоторых мы носили уже, пакеты носили. А другие так и лежат там, в лесополках. Воняет, там дышать нечем даже. Некоторых, я говорю, что ничего уже не осталось, там загнивает уже все. Ну, как бы, хоть бы матери сообщили, там, или как-то приехали, вот, допустим, забрали бы, или что. Жетон сорвут, документы заберут, видать. Деньги, если есть, там все заберут себе, нахуй, и все. И пусть лежит, им похуй. Вообще до лампочки, это все. А, Микеров Иван Иванович. Да, в общем, я отсидел 30 лет. Я ушел только что, мне здоровье уже, все, нахуй. Я хотел светить, убежать. Я не хотел 19 служить, нахуй, вообще близко даже. А так, видишь, получилось, что мне сказали, здесь смысла нету, никуда ты не убежишь, я везде поймаю. Обращаются, я тебе скажу, вообще, особенно вот, когда уже на передовой, вот, видите, как я хожу, грязный, не помыться толком, ничего, все в грязи там. Кормят там, если есть, покушаешь, нету, не покушаешь. Вот. Ладно, еще есть хоть там ручеек течет, хоть воды можно купить, набрать. А так тоже нет. Как хочешь, так там выживай, нахуй. Или с голоду, или от пули. Вот и все. Он плохо ходил с ногами, а они его взяли, застрелили, чтобы обузы не там лишние. За ним присматривали до всего. Ну, что он уже ничего не мог. А его позывной был Кит. Привели нас, сказали, место ищите сами, если есть землянки, допустим, берите, заселяйтесь. А нету, копайте сами себе, все делайте. Вот все. Как хочешь, так и спи. Костер ты не разведешь там толком. Дроны летают. Сразу Баба-Яга летает, спускают снаряды. Вот. Не, осколком вот разок прилетело. Спали на голом месте. А врачи мне сказали, говорит, а ты мозоль, говорит, натер себе. Я говорю, нормально, я вот месяц, почти уже скоро год, наверное, хожу, как все хромает, мне не проходит он толком. Только начинаю. Трещина, видать, или что, ну сильный удар, я разорал там. Повел народ. А потом говорит, а куда мне везти-то? Я, говорит, не знаю. Лег, говорит, а куда идти-то? И этот не знает, и этот. Так зачем пришли-то сюда тогда? Я вообще не понял. Куда привели-то нас? Они сами не знали даже. А другие лежат там, гниют.
Везде и около. Куда вот ногу не пихни там, везде лежат они. Не прикрытые, даже не закопаны. Хотя бы закопать бы, знаешь, это, похоронить, как говорится, там. Нам не дали этого. Я так говорил. Нельзя что-то было делать. Ну, нельзя, так нельзя. Потери очень большие, очень. Наверное, вот в Отечественную войну, наверное, меньше погибло народу, чем сейчас вот, за эти годы здесь, на Украине. За что? Только я вот сам не понимаю. Знаешь ли ты, что случилось с первым батальоном твоего полка? Ну, сказали, что всех убили. Всех. Потом другие, и так постепенно. Всех. Никто не выжил толком. Так, несколько человек, может быть. Денег легких не бывает на самом деле. Вот я лично на себе убедился, ребята. Бог с ним, что я в плен попал. Но денег легких нету здесь. Или одна дорога сюда только. Все, назад дороги у тебя уже не будет. Даже ты в тюрьму попадешь, тебя обратно привезут сюда потом. И ничего не сделаете. Вот единственное, посоветую, чтобы сюда не лезли. Вот и все. A fire at a military training ground in occupied Crimea, from where Russian forces launch drones, has significantly expanded. Satellite images from June 25th and 26 show the fire has grown several times, reaching buildings on the military unit's territory at Cape Chada. Not only North Koreans and Africans, but any man foolish enough to now enter Russia is being scooped up and sent to the front as cannon fodder. Putin regime representative confirms that they grabbed 30,000 migrants already, 10,000 of which are already at the front. Russian fascists are so lazy with their disinformation, they didn't even bother planting an actual M74 bomblet from an ATACMS missile on the beach in Crimea, where several Russians died from a Russian air defense missile that self-destructed. The object doesn't even resemble M74. Сейчас по команде моей! But they are caught in the act again. Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missiles directly over a crowded beach, killing many people. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.